Здравствуйте, друзья! Какой цвет глаз был у древних славян? Какие же глаза были у представителей самой великой нации в мире? Вовсе не голубой. Удивитесь, какой цвет глаз на самом деле является исконно русским. Долгие годы была распространена неверная теория. Благодаря массовой культуре голубой цвет глаз считается самым распространенным среди славян. Жители Древней Руси изображают блондинами со светлыми очами, однако, как оказалось, этот образ совсем не соответствует действительности. По данным исследований, на самом деле древние жители славянских территорий имели серые глаза. Именно так их описывают в древних летописях и письмах, например, восточные послы или торговцы. И даже в дореволюционной России можно было встретить сероглазых россиян. По данным исследований, их число составляло 50%, кореглазых 25%, голубоглазых около 20%, а зеленый оттенок встречался всего у 5% населения. У глаз тоже есть своя история. А вы знали, что у первых людей они были одного и того же цвета? Или что существует исконно русский оттенок глаз? Какие глаза были у людей изначально? Профессор Ханс Эйберг из университета Копенгагена провел масштабное исследование. Он выяснил, что изначально у всех людей на Земле были карие глаза. Затем, вследствие эволюции и мутации генов, на планете появился один человек с голубыми глазами. Он и стал родоначальником всех голубоглазых. А потом из-за смешения появились и другие оттенки. Современные данные. Сейчас глаза голубого цвета чаще всего встречаются у представителей Северной Европы. Например, в Эстонии численность голубоглазых составляет 99%. На втором месте Германия. Тут людей с голубыми глазами чуть больше, чем 75%. Что касается России, то тут все поровну. Людей с голубыми глазами практически столько же, сколько с кариями. А вот представителей серых, зеленых и черных глаз не больше 15% вместе взятых. Первым славянский портрет составил летописец Лев Диакон. Он подробно описал князя Святослава. Летописец точно указал на его средний рост и светлые волосы, причем подчеркнул, что у Святослава не было бороды, зато были усы небывалой длины. Что касается глаз, то Диакон описал в своих летописях Святослава как человека с суровым взглядом и серыми очами. Позже славян описывали уже арабские послы, которые тоже указывали на строптивый нрав, светлые волосы и серые глаза. Какое-то время в дикой и необразованной Европе считали, что зеленый цвет очей – это что-то мистическое, явный признак сверхъестественных способностей. Девочки, которые рождались с зелеными глазами, могли так никогда и не выйти замуж. Считалось, что такая жена не будет покладистой и даже может свести сосвету своего мужа. Следующие антропологические исследования проводились уже в послевоенный период, в 50-е и 60-е годы 20 века. По тем данным, большая часть советского населения, 60%, имела глаза голубого цвета. Серый встречался только у 20%, остальные цвета распределялись примерно в равных пропорциях. Получается, исконно славянским был серый цвет глаз, а впоследствии войн славяне стали носителями карих и голубых глаз. Предположительно, карие и черные глаза появились после монголо-татарского ига, которого на самом деле, может быть, и не было. А вот голубой и зеленый цвет после 1812 года и Великой Отечественной войны. А еще есть синие, так называемые очи василькового цвета. Согласно последним исследованиям антрополога Ольги Иванищевой, люди с таким цветом глаз чаще всего встречаются именно в России. Вот такая интересная статья про цвет глаз славян. Автор статьи Людмила Митрохина, если что. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.